Привет, 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 песеры, с вами Морж, четверг и такое долгожданное обновление, сколько мы ждали, наконец-то сегодня у нас появляются товарищеские матчи, а значит впереди турниры, а значит впереди новый контент, это замечательно, это здорово, вот когда Konami молодцы, они молодцы, да, они сделали, то, что и так должны были сделать, но тем не менее. Но сегодня мы пооткрываем паки с Ромой, легендарные игроки Ромы у нас, конечно же, в основном люди будут охотиться за Батистутой, стиль лис у ворот, позиция всего лишь одна, центральный нападающий, и по стилям у него, как вы видите, не слишком уж большие цифры, поэтому несколько навыков в стиле все-таки придется вкидывать. Всегда Батистута отличался у нас классным умением атаковать и реализацией, скорость с ускорением кое-какая есть, сила удара присутствует, неплохой относительно корпус. В общем, Батистута, в общем-то, во всех частях, в 20-й, в 21-й, был вполне себе неплохим. Единственное, конечно, если тебе подходит стиль лис у ворот. Постараюсь я поймать его сегодня. Кроме него здесь есть Алдаир. Вот мимо него бы я проходил. У меня, по крайней мере, никакого интереса не вызывает. Ну и Наката тоже, само собой, никакого интереса, к сожалению, не вызывает. Имеет он стиль креативный плеймейкер. Играл я за него на ПК. Он мне, если вы помните, выпал за то, что я играл в 21-ю часть, типа с гарантированных легенд. И честно вам скажу, ничего прям сверхординарного он у меня не показывал. Ну, еще нам дали одну бесплатную попыточку, поэтому крутанем, с бесплаток по-любому кто-нибудь чего-нибудь хорошее поймает. Я ловлю 4 звезды, кстати, Наката 4-звездочный, так что и 4 звезды может быть легендарный игрок. Напоминаю, если ты из России и хочешь задонатить на мобилочку, то в личку в Телеграме мне пиши, ссылка на нее в описании, ссылка на нее в закрепленном комментарии, помогу вам с этим делом. Сотни довольных клиентов уже покупали себе кто Неймара, кто Месси, а кто и обоих. Так, 3 звездочки мне выпадает, что-то мне это не нравится. Интересно вообще, смогу ли я поймать хоть кого-нибудь, в принципе, на легенды мне то везет, то не везет, сами знаете, вот. Ну а с бесплатных попыток на всех своих аккаунтах я пооткрывал, с бесплаток мне ни хрена не дало. Но в любом случае 2% людей, то есть каждый 50-й с бесплатной попытки что-нибудь поймает. Хотя поймать того же Накату, согласитесь, это было бы очень даже обидно. Ну и Алдаир, к сожалению, тоже ничего интересного не представляет. Единственный, да, плюс по Алдаиру, наконец-то Konami сделали ему нормальную фотографию, потому что те, кто играл в 21-ю часть, помнят, там, такая убогая карточка была. Он еще и спиной стоит уже в ужаснейшем разрешении, я не знаю, кто ее делал, но я бы за такое руки отрывал. Так, 4 звезды мне выпадает, желтого сияния, к сожалению, нет, значит, игрок не легендарный. Хотелось бы, на самом деле, и поймать Батистуту, и, в принципе, если поймаю, наверное, сделаю на него обзор. Почему бы и нет? Он такой не особо типичный форвард в нашей игре, все-таки большинство у нас охотники за голами, играть ими гораздо проще, лисы, не так уж сильно популярны. 3 звезды, здесь уж точно легенды у меня не будет, а золотишко потихоньку продолжает заканчиваться. Вот если честно, я считаю, что Konami стоит апнуть легенд, мне почему-то кажется, что стоит, и скорее всего я бы, если проводил ап, то я бы апал им стили игры, то есть чтобы... Получая легенду, стиль тебе качать вообще не нужно было. У них и так не так много уровней, не так много навыков дают на распределение, а если приходится это еще и упарывать в стиль, а если ты хочешь легенду в нескольких стилях использовать, то сами понимаете, что реально до хрена очков уйдет туда. Я вот по Батистуте примерную прокачку просматривал, типа если не качать ему стиль, он качается до 95, вот. Неплохо, но если хотя бы в 2 стиля вкидывать очки, то он будет где-то 93, а это уже, не совсем то, что хотелось бы видеть от действительно легендарного игрока. Поэтому я считаю, что Konami, да, они сделали легенд более редкими. Поймать их сейчас у нас в 3 раза сложнее, чем в 20-й части, по сути. И поэтому редкость должна обуславливаться и хорошей играбельностью. Я, по крайней мере, так считаю. Паки на понедельник у нас еще пока неизвестны. Вот, как только будут известны, я, естественно, опубликую в Телеграме, сделаю видео, посмотрим, каких там игроков нам завезут. И, к сожалению, по следующим легендам тоже не совсем все понятно. Так, 4 звезды, может быть, Наката. Нет, Наката мне здесь не выпадет. Снова белое сияние. И не хочет мне что-то давать легендарного игрока.
А уже 9 паков я открыл, 1 бесплатный и 8 за денежку. Konami, ну может дадите чего-нибудь, а вы же хотите, чтобы я сделал обзор на футболиста, похвалил его, например, люди, может быть, захотели бы его поймать, но чтобы сделать обзор, мне нужно, чтобы вы мне его выдали. В принципе, Батистута есть у меня, как вы понимаете, с 21 части на других аккаунтах, но там не совсем такая карточка, поэтому можно было бы, конечно, сделать обзор, но по-любому найдется 10, 15, 20 человек, которые напишут: может, ты что, хренел, это вообще другая карточка, да, там практически она не отличается, но нужно делать на то, что есть. Так, 5 звезд, но желтого сияния нет, к сожалению. 77-й Интер. Кстати, блин, обновление прошло, где лицензия на Интер и Милан. Я не понимаю, почему до сих пор Konami не сделали нормальную форму Интеру и Милану. Какого хрена просто? Вот меня, честно, удивляет весь этот отдел разработки. Я просто с некоторых вещей, я просто, ну, реально отбиваю себе фейспалмы. Вот. Konami любого может довести, да, те, кто подписан на мой телеграм, видели, какое YouTube письмо мне прислал, я там, если честно, охренел. Блин, призывы к суициду. Какой суицид? Где они вообще это вообще все нашли? Но YouTube обо мне заботится, посоветовал пообщаться со специалистами, чтобы моя жизнь не была настолько печальной. Но YouTube чуть видимо, знает, что Konami кого угодно до ручки могут довести. Так, что здесь мне выпадает? Есть серия А. Есть 4 звезды, ну, наката может быть, нет, накаты здесь не будет. Выпадает, да, кто-то мне из Ромы, 9 номер, Абрахам. Кстати, очень неплохой центральный нападающий. Поиграл я за него достаточно много матчей, мне там тестировал некоторые схемы, вот, и мне, в принципе, вполне себе понравился. Так что, если у вас немного денег и хотите неплохого нападающего, то Абрахам прям да. Есть 5 звезд. Ну, ни хрена себе, есть! Все-таки ловлю я, и это Батистута, и это, мать его, Батистута. Я ж сказал, что я заберу нужного. Вот я был просто уверен. Ну, тут уже я никуда не отмажусь, обзор на этого товарища, естественно, будет. Давайте, наверное, ориентировочно где-нибудь на воскресенье его будем планировать, а может быть на субботу, если я постараюсь сделать быстро. Но кайф, всего 13 паков я открыл, ну, 1 бесплатный и 13 за золото, и на тебе, Батистута приходит в состав, приходит, чтобы я сделал на него обзор. Интересно, реально, какой он будет в этой части. В 21-й, в принципе, он мне нравился, да, Лис у ворот не совсем мой типаж игроков, но батя всегда себя показывал хорошо. И, кстати, интересно, не вернули ли ему празднование там, где он типа из пулемета стреляет, потому что оно какое-то время было, это было уникальное празднование Батистуты, вот, а потом его какого-то хрена убрали. Ну, в общем, Konami что-то творит, что-то вообще абсолютно неясное. Так, серия А. Может, еще одну? Давайте сейчас и накату. А? Не даст мне накату. 2 легенды за пакопенинг, это уже явный перебор. А ведь раньше и 3 можно было за 1 пакопенинг поймать, и вполне себе было здорово. Ладно, 15 паков за золото, как обычно, я открыл, плюс 1 бесплатный. Ну и что, забрал лучшего игрока из пака. Как обычно. Обзорчик обязательно будет. Надеюсь, тебе тоже везет. Пиши, конечно же, в комментариях, открывал, не открывал, поймал, не поймал, может, с бесплатки выпало. С удовольствием тебя поздравлю. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.